Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Надеюсь, вам здесь понравится, и вы найдете для себя много полезной и интересной информации. На канале «Мир рукоделия и творчества» несколько раз в неделю выходит видео на тему мастер-классы по вязанию, обучающие уроки вязания крючком и спицами, обзоры пряжи, распаковка ваших заказов с пряжи и многое другое. Подписывайтесь на канал «Мир рукоделия и творчества», включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале. Сейчас я начну с новости. Я принимаю заказы на пряжу до 25 сентября, а 28 сентября я уже забираю пряжу со склада поставщика по вашим заказам. Если вы желаете приобрести пряжу, вы проходите по ссылкам, которые указаны в описании под видео, выбирайте и заказывайте пряжу. Жду ваши заказы на пряжу. А также у меня для вас вторая новость. Э, В начале октября я начинаю новый проект по вязанию модели, которую выберут и проголосуют за выбор этой модели мои подписчики, то есть подписчики канала «Мир рукоделия и творчества». Только подписчики участвуют в голосовании по выбору модели, на которую я организую полный мастер-класс по вязанию изделия от начала и до конца. Мастер-класс будет состоять из нескольких частей, где я буду показывать и рассказывать поэтапно, как вязать вещь, которую выбрали подписчики, и вы будете уже вязать вместе со мной по моим мастер-классам, которые я буду публиковать на канале «Мир рукоделия и творчества». Голосовать и выбирать модель могут только подписчики канала «Мир рукоделия и творчества». Добро пожаловать на канал, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий видео, а также мастер-классов. Иначе вам не придет уведомление о том, что на канале есть какое-нибудь интересное видео. А сейчас я вам хочу показать и предложить связать вместе со мной вот такой замечательный и красивый узор. Данный узор я подобрала специально для подписчиков канала, которые только-только учатся вязать крючком и осваивают технику вязания крючком и учатся читать схемы. Данный узор очень красивый, легко вяжется, так как он состоит всего лишь из двух рядов, которые повторяются и чередуются между собой. Узор очень, поверьте, настолько легко и просто вяжется, что вы просто, я думаю, что обязаны его связать, либо сохранить у себя в плейлисте. Посмотрите, он какой красивый. Данным узором можно связать шарфик, палантин, который вы видите на фото, топ, жилет, кардиган, жакет, снуд, шарфик и летний вариант, зимний, весенний, осенний. То есть узор очень универсальный, красивый, легко и просто вяжется. Можно связать как летние аксессуары и одежду, так и зимний вариант, и демисезонный. Вязать я буду узор вот по этой схеме. Схема прикреплена в конце видео. Вы можете сделать скриншот с экрана и распечатать и вязать. Вязать узор я буду крючком номер 2. Кловер. Страна производства Япония. И пряжа у меня 300 метров, 100 граммах. Название пряжи Лайка.
торговый производитель пряжи Color City. 75% меринос и 25% шерсть собаки. Цвет номер 11. Может быть, кому-то интересно, из какой пряжи вот связан у меня вот этот образец. Данный узор, я уже говорила, что его можно использовать для вязания не только аксессуаров, но и также и вещей. Красиво будет смотреться кардиган, летний топик и другие варианты одежды. А сейчас я хочу вам предложить вот связать этим узором красивый универсальный шарф палантин, который будет очень нарядный. Можно и связать даже праздничный вариант из красивой пряжи, либо блестящей, или тонкого мохера, ангоры. Палантины и шарфы занимают важное место в женском гардеробе. Они всегда стильные и элегантные, ажурные, яркие, однотонные. Они бесспорно способны украсить любой образ. Размеры, цветовая гамма, материалы не имеют ограничений. Палантин в современном исполнении используют как накидку, шаль, шарф. Этот элемент одежды всегда актуален в любое время. Изделия ручной работы уникальны, неповторимы, оригинальны и высоко ценятся. А этот красивый шарф-палантин, связанный ажурной вязкой, легко вписывается во все стили одежды. С палантином даже в холодную, ветреную, промозглую погоду ваш наряд станет теплым и еще более стильным. Для вязания палантина я рекомендую все-таки использовать натуральную теплую пряжу, в составе которой есть шерсть, либо смешанные волокна с преобладанием натуральных материалов сырья. Изделия ручной работы связаны из натурального сырья шерсти, мохера, ангоры. Шерсти мериноса выглядят аккуратнее, дороже и, главное, будут очень хорошо согревать вас в промозглую погоду. Вот данный образец я связала из пряжи 300 метров в 100 граммах, а также со своей стороны я рекомендую пряжу еще более тоньше, чем вот этот вариант. Например, вот такую семеновская аэлита, где в 100 граммах 781 метр. Тоже вот состав шерсть 50% и 50% акрил. Палантин будет очень такой нежный, ажурный, невесомый, воздушный. То есть, ну, это вы уже сами решаете для себя, какой именно палантин или шарф вы хотите. Палантин и шарфы можно носить не только на шее, но и на голове. Вы можете сделать шов, и у вас получится прекрасный снуд, который вы сможете в холодное время года носить на голове. Очень неплохо он будет смотреться, если вы свяжете вот таким очень красивым ажурным узором. Чем тоньше пряжа вы возьмете и выберете ее для вязания узора, тем ажурнее и изящнее у вас будет смотреться палантин либо шарф, то есть смотря что вы будете вязать. Давайте приступим к вязанию легких нам петелек. Я буду вот по этой схеме. Раппорт состоит из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Показывать узор я буду с 1 по 3 ряд включительно. 3 ряд — повторение 1-го ряда, 4-й ряд — повторение 2-го ряда. Приступаем к вязанию 1-го ряда. Набрала цепочку из воздушных петелек и читаем схему. Пропускаем 6 петелек цепочки и в 7-ю петельку начинаем вязать галочку. Галочка состоит из
2 столбиков с одним накидом, между столбиками 2 воздушных петельки, 3 воздушных петельки и вяжем в 6-ю петельку вторую галочку. Отсчитываю цепочки 6 воздушных петелек и в 7-ю петельку вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю петельку цепочки я провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. 1, 2. И в эту же 7-ю петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом. Читаем схему дальше. 3 воздушных петельки и в 6-ю петельку цепочки провязываем вторую галочку. 1, 2, 3 воздушных петельки, пропускаем 5 петелек цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку цепочки провязываем первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в эту же 6-ю петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом. Связали 2 галочки. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в 6-ю петельку цепочки провязываем 3-ю галочку. Отсчитываем петельки. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. Две воздушных петельки. 1, 2. И в эту же петельку, в 6-ю, вяжем второй столбик с одним накидом. Связали галочку. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. 5 петелек цепочки пропускаю и в 6-ю вяжу галочку. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустила. И в 6-ю петельку цепочки провязываем первый столбик с одним накидом. Две воздушных петельки. 1, 2. И в 6-ю петельку цепочки провязываем второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю 5 воздушных петелек цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-ю петельку провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же петельку цепочки в 6-ю провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 5 петелек цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку цепочки провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же 6-ю петельку цепочки провязываю еще один столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В 6-ю петельку цепочки вяжу первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустила петелек. И в 6-ю провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. И в эту же петельку, в 6-ю, провязываю один столбик с одним накидом. По счету получается второй столбик. И заканчиваем ряд. Пропускаем 2 петельки цепочки. 1, 2. И в 3-ю петельку цепочки провязываю один столбик с одним накидом.
У меня получилось. Давайте я вам покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 галочек. И закончила я вязать первый ряд одним столбиком с одним накидом. Приступаю к вязанию второго ряда. Читаем схему слева направо. 3 петельки подъема, и между столбиками с одним накидом первого ряда, там, где провязано у нас было 2 петельки воздушных, вяжем веерочек из 4 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. В каждую галочку провязываем по одному веерочку. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону, и между двумя столбиками с одним накидом, вот вершину цепочки из 2 воздушных петелек, провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же вершину галочки провязываю второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и между двумя столбиками с одним накидом первого ряда провязываю третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, провязываю 4 столбик с одним накидом. В эту же галочку, то есть в арочку между двумя столбиками с одним накидом. Пропускаем вот цепочку из 3 воздушных петелек, и вершину арочки провязываем первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же вершину арочки провязываем второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же вершину галочки провязываем третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в вершину галочки провязываем 4 столбик с одним накидом. Пропускаем 3 воздушных петельки, и в вершину галочки провязываем первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же вершину галочки провязываем второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же вершину провязываем третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в эту же вершину провязываю 4 столбик с одним накидом. Пропускаем 3 воздушных петельки первого ряда, и в вершину галочки провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом. Пропускаем цепочку из 3 воздушных петелек, и в вершину следующей галочки провязываем первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом. Пропускаем цепочку из 3 воздушных петелек, и в вершину галочки провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом. Пропускаем цепочку из 3 воздушных петелек первого ряда, и в вершину галочки провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом. И заканчиваю вязать. Я провязываю в последнюю петельку подъема 1 столбик с одним накидом. Третий ряд — повторение первого ряда. Читаем схему справа налево. 3 воздушных петельки подъема, и между
вторым и третьим столбиком второго ряда провязываем галочку. Галочка вяжется из 2 столбиков с одним накидом, между столбиками 2 воздушных петельки. 3 петельки воздушных и вяжем вторую галочку. Приступаю к вязанию третьего ряда. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону и между вторым и третьим столбиком второго ряда я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, 1, 2. И опять же между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязываю второй столбик с одним накидом. Связали первую галочку. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. И повторяем между вторым, то есть 1, 2, второй столбик, третий и четвертый. Между вторым и третьим я провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, 1, 2. И в это же основание между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Опять же между вторым 1, 2, между вторым и третьим провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки между столбиками. И в это же основание между вторым и третьим столбиком второго ряда провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязываю первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в это же основание, куда вязали первый столбик с одним накидом, провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязала первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю второй столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Между вторым и третьим, то есть второй, третий столбик с одним накидом, между ними я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в это же основание, где провязывали первый столбик с одним накидом, провязываю второй столбик с одним накидом. Накид и в последнюю петельку подъема, то есть в третью, провязываю 1 столбик с одним накидом. Закончили вязать третий ряд. Четвертый ряд вяжем по схеме, как вязали второй ряд. Вяжем веерочки. Пятый ряд вяжем по схеме либо третьего, либо первого ряда. Они одинаковые. Эти ряды. Первое повторение третьего, четвертое повторение второго. То есть все нечетные ряды, они повторяются с первым либо с третьим, а все четные повторяются со вторым рядом. Вязала я образец узора. Вот такая красота у меня получилась. Узор состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 галочек в ширину. И связала в высоту я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядов. У меня получилась фигура квадрат.
Ширина вязаного образца 12 сантиметров. Это 7 галочек в ширину и 14 рядов в высоту я связала. И в высоту тоже 12 сантиметров. Еще раз покажу вам пряжу, из которой я вязала. Это торговая марка Color City. Пряжа называется Лайка по германской технологии. Высококачественная пряжа, 100 грамм, 300 метров. Производитель рекомендует спицы номер 4. Я вязала данный узор крючком номер 2. Кловер, страна производства крючка Япония. Состав пряжи 75% меринос, 25% шерсть собаки. Номер цвета 11, бежевый. Вот такая прекрасная пряжа, очень теплая, качественная и состоит из натурального волокна, то есть сырье. Здесь нет искусственных и синтетических добавок. То есть это натуральная шерсть мериноса и шерсть собаки. Вязала я вот по этой схеме узор, образец. Схема в конце видео. Вы можете сделать скриншот с экрана и распечатать эту схему и вязать. Даже может на ее не распечатать, так как узор состоит из 2 рядов, и они между собой чередуются. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Сохраните себе данный узор в копилочку. Я думаю, что он вам когда-нибудь да пригодится. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.